Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю яркий и необычный теплый салат с нежными кусочками баклажанов в хрустящей корочке, сладкими помидорами, сыром фета и легкой заправкой с соевым соусом, которая подчеркивает вкус овощей, а кунжут добавляет пикантный хруст. Такой салат можно подать и как легкое основное блюдо, и как гарнир к мясу или рыбе. Для рецепта мне понадобится в первую очередь подготовлю баклажаны. Порежу их средними брусочками. Перекладываю баклажаны в миску. Добавляю соль. Перемешиваю. И оставляю постоять минут на 10, чтобы они пустили сок. Теперь я их перекладываю на бумажное полотенце и хорошо их промокну. Таким образом, из баклажанов мы убираем не только горечь, но и они при обжаривании не будут впитывать много масла. Перекладываю баклажаны обратно в миску. Добавляю 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Перемешиваю. Надо, чтобы все баклажаны покрылись крахмалом. И теперь буду их обжаривать. Разогреваю сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла. Обжаривать баклажаны я буду в несколько приемов. Не надо выкладывать сразу все. Они должны свободно лежать на сковороде в один слой. Мне не надо, чтобы они начали париться, а именно, чтобы обжарились. Когда подрумянились с одной стороны, переворачиваем. И обжариваем баклажаны до мягкости и до красивой румяной корочки. Я их буду несколько раз переворачивать туда-сюда. И посмотрите, баклажаны абсолютно не впитывают масло. Именно благодаря тому, что мы их посолили, убрали лишнюю влагу и добавили крахмал. Первая партия баклажанов обжарилась. Снимаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Отправляю обжариваться вторую партию баклажанов, и я даже на сковородку не буду добавлять дополнительно растительное масло. Такие баклажаны можно еще жарить во фритюре, но мне все-таки нравится жарить их в небольшом количестве растительного масла. Зачем тратить много масла для фритюра, когда они и так хорошо обжариваются? Вторая партия баклажанов также уже обжарилась. Снимаю их на тарелку. Оставляю баклажаны пока немного остыть. А тем временем надо порезать помидоры и зелень. И, друзья, посмотрите, сегодня у меня вот такой шикарный помидор. Бычье сердце. Он просто огромный. Конечно, я не буду использовать весь, а половину. Вы просто не представляете, какой он вкусный и ароматный. Помидор я буду резать примерно такими же кусочками, как и баклажаны. То есть достаточно крупно. И сразу рядышком порежу небольшой пучок петрушки. Я убираю грубые стебли, оставляю листики. Перекладываю все ингредиенты в миску. Помидоры, зелень. Добавляю еще слегка теплые баклажаны. Добавлю сыр фета. Сколько добавлять сыра фета, вы решайте сами. Я добавляю всю баночку. Здесь у меня 150 граммов сыра, уже порезанного. Добавляю столовую ложку соевого соуса. Его не надо добавлять много, так как баклажаны уже мы солили, и сыр фета также соленый.
И добавляю 1 столовую ложку кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, ничем его не заменяйте. И также добавляю чайную ложку обжаренных семян кунжута. Хорошо все перемешиваю. И салат готов. Обязательно попробуйте его на вкус. Если не хватает соли, можно добавить либо соевый соус, либо соль. Вот такой очень красивый и вкусный салат получился. Кстати, по желанию в него можно добавить еще чеснок. Но я сегодня хочу пропустить этот ингредиент. Мне хочется такого легкого салата. Такой салат с баклажанами получается необычайно вкусный. Не могу сказать, что вкуснее мяса, но очень классный. Обязательно его приготовьте. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.